Ну, смертельный номер. Странный дядька полез в грязь. Застрянет или нет, делайте ваши ставки. Может, я зря сюда спустился? Да, красотища. Во я заехал-то, во я заехал. Я уже, честно говоря, и сам не рад. Сам хотел. О. Слышите, как буксует машина, потому что... Опа! Доехал я до аула, который называется Калжир. И здесь развилка на дороге. То есть мне надо решить либо ехать до озера Маркаколь, и потом придется возвращаться обратно. Это получится, грубо говоря, 250 километров туда-обратно. Стоит ли озеро Маркаколь, чтобы поехать 250 километров просто на него посмотреть? И самое еще главное, если здесь заправка, потому что вот здесь, например, заправка есть, но она не работает. И как бы на 250 километров мне бензина хватит. А потом-то я дальше куда уеду? Как? Я потом приеду сюда и что? Пожалуй, я вот как сделаю. Поеду все-таки в ту сторону, в сторону Маркаколя. Ну, потому что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, как мне кажется. Впереди появилась стела Маркакол. Я доехал до населенного пункта Маркакол. Здесь дорога асфальтовая, но вся такая неровная. Поэтому ехалось примерно 50 километров в час. За час, получается, я доехал до сюда. Теперь, в общем-то, все будет зависеть от того, есть ли здесь заправка. Если есть, значит, я поеду дальше. Если нет, то придется разворачиваться, потому что у меня осталось чуть больше половины бака. А если я съезжу до озера и потом поеду обратно, то не факт, что мне потом хватит, чтобы вернуться. Такое себе. О, а вот как раз сразу же ответ на вопрос. Пожалуйста, вот заправка. Там у вас нельзя нигде машину заправить? Нету такого, да? А как там дорога, не знаете, дальше до озера? Не знаю. Нет, не в курсе. Там зима уже. А? Там зима уже, снег там. Уже снег на озере, да? Ну вот, говорят, что там уже снег. Поздно ты приехал, странный дядька. Ну, в конце концов, резина у меня всесезонная. Поеду попробую, я же заправился. Ну, а там посмотрим, как пойдет. Развернуться никогда не поздно. Ну, здесь, надо сказать, тепло. Солнышко припекает. Ветра практически нет. Прям тепло на улочке, хорошо. Даже странно как-то ощущать, что где-то там через 20 километров уже снег лежит. Хотя бы, может, издали на озеро посмотрим. Просто будет поставлена галочка. Был. Ну, правда. Когда я еще окажусь в этих краях? Скорее всего, никогда. Поэтому, если я не доеду до озера сейчас, то я не доеду до озера уже, наверное, никогда. А это нехорошо. Был и не видел, это плохо. Слушайте, аул этот большущий какой, смотрите, тут вон даже светофоры есть, пожалуйста. Прям серьезные перекрестки со светофорами, со всеми делами. Туда такие улицы огромные, что вправо, что влево. Здания такие большие. Какую-то шкуру тащит собака. Где-то, видимо, шкуру сдернула. Как я и ожидал, сразу за аулом кончается асфальт, начинается грунтовка. Ну, грунтовка нас, в общем, пока не пугает. Тем более, смотрите, она такая широкая. Ну, вот такая вот здесь грунтовка. Трактор вон едет, пожалуйста. Если вот прямо такая грунтовка прямо до озера, то очень даже и хорошо. И прям шикарный шикардос был бы. И обратите внимание, вот справа от дороги, вот туда вот уже, это уже граница. Просто таким образом отделена нейтральная территория. То есть
Китай, скорее всего, вот за теми горами. Государственная граница, все круто. Ну и вот такая перспектива, уходящая вдаль. А здесь забор уже совсем рядышком. Ну что, знака нет. Ворота открыты, никто ко мне не выходит. Будка, похоже, закрыта. Продолжаем движение. Почему нет? Мы, в общем-то, так сказать, получается, в правовом поле. Все самое интересное начнется через несколько километров. Там по карте отмечено место, называется Мраморный перевал. И похоже, что там достаточно высоко. Кстати, интересно, насколько какая здесь-то высота? 648 метров. Невысоко, в общем-то. Здесь вон река течет. Какая-то Бас-Теректи. Небольшая, но вон там, где река, там же сразу, смотрите, какие деревья. Ну и вот куда-то туда начинает карабкаться в гору на перевал дорога. Едем, смотрим по сторонам. А смотрите, какие вон там березки стоят красивые, а? Рыжие, оранжево-желто-зеленые. Ну шикардос вообще. Красивейшие виды здесь. Я так понимаю, что это аул Маркакол, который мы только что проехали. Там вон граница, все такое. За горками вон там уже Китай. А я все дальше забираюсь куда-то вот туда в гору. Уже уши начинает закладывать. Ну и плюс ко всему, справа тут тоже есть на что посмотреть. Такие прям горы-горы. И погода как специально наладилась. Солнышко вылезло. Дымка разошлась прям. Шикарный шикардос. Едем на озеро Маркакол или Маркаколь. Как правильно? Маркаколь или Маркакол? Потому что так, в одном месте написано так, в другом так. Вот здесь опять дорога сначала снижается в такую небольшую долину, и там на той стороне опять забирается наверх. Если верить карте, то до озера 43 километра, а до перевала я открыл в другом навигаторе, в Google картах. До перевала 4,2 километра. 4,2 километра это уже рядом. То есть буквально чуть-чуть, и мы уже на перевале. Дорога здесь какая, я имею в виду покрытие. Покрытие практически без отсыпки. То есть вот прям видно, скала срублена. Прямо по скале было вот такой вот ветер. То есть никто ничего не отсыпал. Просто по большому счету зарезанная поверхность скалы, по ней едем. Вон мы будем проезжать. Вот по той вот скале, по краешку. Наверное, это не самая высокая точка. Хотя тут осталось 1,8 километра до него. Может быть, как раз вот это и есть самая высокая точка. Сейчас увидим. Деревья там какие, а? Береза это, наверное, да? Белые стволы ведь. Красотища. Ну и сами горы тоже покрыты таким вот растительностью разноцветной. Очень круто выглядит. Точно, вот смотрите, мрамор зеленый. А? Красотища. А машина задыхается. Вот она. На второй передаче. Педаль в полу, а она еле-еле ползет. Здесь вообще, конечно, все по лайтушечке. Не так, как было в Кыргызстане. Там. А смотрите-ка, наверху, на самой верхней точке перевала, даже кабинка сделана, чтобы можно было остановиться, посидеть и посмотреть вниз. А? Крутяк. Сейчас мы так и поступим. Гляньте, господа, какая здесь красотища, а? Вот эти вот все горы,
Вот эти вот все березы, вот эта вот вся растительность красненькая и все такое. Кажется, проехали-то всего ничего. А отсюда смотришь, и отсюда прям ого! Ничего себе! Хочется сказать. Обалдеть можно. Реально, нереально. Шикарный шикардос. Крутецкий крутяк. Обалденский обалдец. Надо кофту надевать, потому что ветер прохладненький. Ну вот, насколько я понимаю, мраморный перевал, он вот почему мраморный. Вот это же мрамор. Зеленый такой мрамор. Деревья уже все желтые, а вся эта трава и кустики все еще зелененькие, все еще цепляются, так сказать, за лето, за осень. И хоть тетя на заправке сказала, что здесь уже зима, здесь еще не зима. А если мы еще к Маркоколю, получится, к озеру спустимся, то там точно не будет зима. Обыкновенная красивая осень. Очень круто. Хорошо, что я решился сюда поехать. Хорошо, что в Маркоколе есть заправка, что она работала, что меня там заправили и что я сюда поехал. Крутейший крутяк. Я чисто для того, чтобы принять пищу на перевале мраморном. Традиционный интеллигентский расклад. Кефир, белый хлеб и шматочек колбасы. Во, нормальный же обед, да? Ваше здоровье! И здесь уже прям начинаются нормальные лужи. Тут буквально еще один дождик, и будет уже прям... В общем, такое вот. Но пока проезжабельно едем. Осталось 28 километров. Добрались мы с вами до первого населенного пункта по этой дороге. Называется он Акжайлау. А еще начал потихонечку накрапывать дождик. Не сильный, но такой кап-кап. Ничего страшного, лишь бы дорога не разъехалась, чтобы обратно было уехать возможно. Ну вот так вот выглядит этот населенный пункт. Что мыл машину, что не мыл машину. А тут прям удивительное рядом. Закончилась деревня Акжайлау и начался асфальт. Вы можете себе представить? Асфальт. А почему асфальт кладут где-то вот здесь посередине, а не от ближайшего населенного пункта, где он был? Ну, как говорится, недолго музыка играла. Асфальт продолжался где-то примерно километра 3, наверное. И все. Вот интересно, зачем? Просто посреди дороги 3 километра асфальта, а до этого и после этого довольно фиговенький грунт. Непонятно. Тетенька не обманула. Вон здесь, смотрите, снег лежит. Хоть здесь не так и высоко, но лежит снег. Ну ладно, продолжаем движение. А вот здесь вот прикольно лиственницы уже такие тоже все желтые. А там на дальнем плане склон горы весь в снегу. И снег вон здесь на дороге в том числе валяется. Только буквально он, получается, недавно весь растаял. Причем слой его был здесь вполне себе приличный. То есть вся вот эта грязь на дороге, это не из-за дождя, это из-за снега, посмотрите. Чем ближе мы подъезжаем, собственно, к озеру, тем получается все больше и больше снега. Там, вон, смотрите, дальше, вон следующие горы, они вообще уже сплошняком снегом накрыты. То есть там уже вот настоящая, честная, полноразмерная, полномасштабная зима. А озеро вот там вот за хребтом. Вон, если смотреть на карту, то видно, что я вдоль озера уже еду. Видимо, здесь какая-то вот получается из-за того, что все это огорожено горными хребтами, какой-то вот свой такой особый микроклимат. Видимо, как-то не так продувается или не туда продувается. Короче, прикольно. Я доехал вообще в зиму. Пожалуйста, снег прям в полный рост. Еще на дороге даже не весь растаял. И ночевать я там оставаться не буду. Это 100 пудов.
Я приеду, посмотрю на озеро, поснимаю его и нафиг обратно. Потому что если вот начнется опять такой снегопад, то сорян, мне там жить придется. А мне бы очень не хотелось. Крутизна вообще. Ну что, как говорится, я добрался до речки Урун-Хайка. Осталось 2 километра до деревни одноименной Урун-Хайка, до аула. И там же в ауле расположено озеро. Здесь уже прям такая красивая красота, а не дорога. Буквально вот все, знаете, на грани. Чуть-чуть бы, и вот как бы все. Я еще тут побаиваюсь одного, что я-то здесь все время спускался, получается, сейчас. Вот где сейчас большая, лютая, скажем так, самая главная грязь была. А обратно-то мне ехать в гору, то есть это будет еще потяжелее. В гору, да по этой вот грязи. Ну, короче, не знаю. Ну, по крайней мере, сюда я уже фактически добрался. Теперь меня уже тут ничего не остановит. Сейчас я приеду и увижу озеро Маркаколь. Вон оно озеро, вон оно, я его уже вижу. Ой. Вот так вот это вот желание путешествовать доводит вот до таких вот рисковых рисков. С одной стороны, ты едешь, вроде бы ничего страшного, ну, нормально и все. А во-вторых, ты же понимаешь, поскольку, как бы сказать, опыт этого уже достаточно, что вот это вот все вот прям вот на грани, вот на тонюсенькой ниточке все это висит. Чуть-чуть больше грязи, чуть-чуть больше лужи, и все. И дуй за трактором. Возвращайся обратно в деревню или наоборот туда иди, чтобы тебя кто-то тащил, потому что машина-то у меня, что называется, вообще не для этого. Блин, тут еще камни-то какие. Капец. Чуть-чуть, блин, а лужи-то какие. Вот реально еще чуть-чуть, и все, мне будет здесь не проехать. Если это все дело развезет еще чуть-чуть. Поэтому мы здесь не задерживаемся. Приехали, поснимали, сфотографировались и все. Ура! Деревня Урун-Хайка. Аул Урун-Хайка. Почему я все время хочу сказать деревня? А по деревне дорога стала вообще прям и-ги-гей, и ого-го. Главное хоть до озера доехать. У меня и сапогов-то резиновых нет, если что. Выходить, если что, прямо вот в такую грязь в кроссовочках или в тапочках. Но озеро, смотрите, какая красота. Опа, а здесь еще и связь есть. Крутяк. Потому что такую красоту нельзя упускать. Не зря же я сюда столько ехал, рискуя буквально. Здесь, вот смотрите, речка такая течет, поток с гор стекает. И все вот туда вот дальше впадает вот в это озеро Маркаколь. А оно действительно красивое, действительно стоит того, чтобы приехать. Понятно, что наверняка самые интересные части, они где-то вот там, за хребтом, но к ним, я так понимаю, попасть только можно по воде. То есть сюда нужен катер и кататься. Насколько я помню, озеро что-то там типа 20 километров на 30 километров размером. То есть довольно большое. Здесь есть где на катере покататься. Если есть у вас катер, приезжайте сюда с катером. На нем будет круто. Если что, вон, смотрю, Нивы здесь ездят, народ есть. То есть можно будет как минимум к кому-то попроситься за помощью. А вообще вон там, смотрите, 99-я у кого-то Жигуленышек. И нормально у них все. Люди по деревне ходят. Люди спрятались под курткой вдвоем. А дома какие колоритные, смотрите, рубленые. Все под драночку такое. Старинные. Но правда есть вон рубленые мазанки, пожалуйста, маленькие. Есть вон кирпичный большой дом. Магазин, пожалуйста. Ну, уже можно не пропасть. Ну, место совершенно глухое. При том, что, смотрите, сколько здесь довольно много народу живет. И, видимо, живут постоянно. А здесь же зимой прям совсем-совсем.
Но все равно здесь обильные снегопады, здесь сильнейшие морозы. Здесь прям все сурово-сурово. Суровый край, суровое место. Ну вот тут как-то все вот так вот выглядит. Такой вот спуск вниз. Нива, в общем-то, зачем-то задом пятится. Там, видимо, не проехать совсем. Но там, да, все в грязи вообще. Видимо, тут хороший был дождь или хороший снегопад. Но в то же время, вон, смотрите, вот это вот желтое, вернее, оранжевое здание. Это же школа, наверное, какая-нибудь, да? Там вот какое-то синее здание, обшитое двухэтажное. Наверное, спорткомплекс какой-то. То есть не брошенная деревня, эта жизнь живет. Вот еще один магазин. Правда, похоже, закрытый. Ладно, проедем туда дальше. Действительно, стоило того, чтобы ехать, чтобы посмотреть. Кто-то что-то вон даже строит, смотрите. Строится что-то. Продам дом, не надо никому. Вот, пожалуйста, дом продается. Так, надо разворачиваться. Где-нибудь спуститься, попытаться к воде. Вы же знаете правила. Ты был около водоема только тогда, когда помочил в нем лицо. Хотя бы. Вот туда вот в грязь. Там дальше грязь вроде заканчивается, и выезжаешь ты вроде бы на сухое место, к воде. Как вы считаете, стоит попробовать? Ну, если с накатом, то, наверное, может быть и стоит. Ну, смертельный номер. Странный дядька полез в грязь. Застрянет или нет, делайте ваши ставки. Опа! Ха-ха! Где-то я зацепился хорошо. Камушек там был в этой дороге. Приличного, видимо, вида и размера. Тут теперь непонятно, куда и выезжать-то дальше. Там вот, если дальше проезжать, то там ручей. На ту сторону переехать, там трактор стоит и Тойота вон та. Блин. Как же к воде-то пробраться, а? Может, я зря сюда спустился? Поеду к трактору, потому что обратно мне там возвращаться не вариант. Я на том камне обязательно сяду. Если вниз-то я его проскочил, то вверх он меня просто поймает, и все, я там буду на нем сидеть, на этом камне. Да, красотища. Во я заехал-то, во я заехал. Я уже, честно говоря, и сам не рад. Ну, в принципе, тракторы вон есть, если что, вытащат за долю малую. А, вон, можно было по той стороне подъехать к воде. Я, дурак, зачем-то сюда поперся. Вон здесь проезд, там вон роща, и прям к воде. Пожалуйста. Но зато вот здесь вроде как выехать есть куда. Вот если вот туда пробраться, то это я, получается, выеду в те места, где Нива задом пятилась. Но Нива же, наверное, это тоже не зря делала задом. Ладно, короче, будем решать задачи по мере их поступления. Пока задача сходить к воде и макнуть в воду переднюю часть головы. А здесь, смотрите, на берегу какая роща стоит. Что это за деревья? Не знаю. Сейчас я еще и кроссовки свои замочу полностью, потому что здесь просто обильнейшее, вот смотрите, воды просто обильнейшее количество. Просто огромное. Ну все, я ноги уже промочил. Можно уже ничего не бояться. Ну, красота ведь неописуемая, да? Посмотрите, как это все выглядит. Вот такой вот аул здесь, на берегу, что называется. Да? Домики. Поднимается вверх такой склон, на котором деревья и снег лежит. А здесь вот такое вот озеро. Обалдеть можно, красота какая. И солнце опять вылезло хорошо.
берег, какой песочек. Плавный заход. Вот бы сейчас искупаться бы. Но только холодно. И смотрите, вот там дальше так все этим мелким лесочком и растет. Но здесь получается вот это место, это единственный доступ к озеру, потому что вот там вот, смотрите, все вокруг, все озеро обставлено горами. Вряд ли через горы где-то там есть проезд куда-то сюда. Ну что, привет, озеро Маркаколь. Я до тебя добрался. Теперь осталось выехать отсюда. И в остальном все будет хорошо. Уху-ху. Коровы мучат. Трактор тарахтит. А в остальном тишь, да гладь, да божья благодать. Обалдеть, куда странный дядька залез. Теперь бы странному дядьке выбраться бы отсюда. Вот будет дело. Но в любом случае, теперь никто мне ничего не может предъявить. Я, как планировал, до озера Маркаколь доехал. Теперь как бы даже думать я не хочу после вот этой всей дороги. Я даже думать не хочу про австрийскую дорогу, ехать по ней туда дальше. Я даже не знаю, где она. Но она, видимо, вот туда, куда-то в горку. Это вот она и есть, туда забирается, и тогда она выходит туда в Катон-Карагай. Я туда даже соваться сейчас уже не хочу. Если у меня раньше были мысли хотя бы посмотреть в ту сторону, то сейчас уже нет. Надо разворачиваться, выбираться на эту дорогу, вылезать до сухого участка и уже там думать, где останавливаться. А пока даже не тормозиться. Сейчас бегом-бегом и в сторону до дома. Потому что, не дай боже, дождь. Вот я проехал сейчас на тонкого. Прям на... И все. Короче, вот. Но зато я был на озере Маркаколь. Галка поставлена. Чик-трак. Что называется, цель достигнута. До озера Маркаколь доехал. Морду в нем пополоскал. Галочку в бакет-лист поставил. Можно смело возвращаться в обратный зад, что называется. Я, в принципе, рад все-таки, что я решился сюда поехать и доехал. Потому что, зная себя, если бы я не поехал, я бы поехал бы в сторону обратно, ну, скажем так, по другому маршруту. Я бы потом жалел об этом. А теперь вот я пробрался. И не сказать, что вот прям здесь какое-то особенное восхищение, но это очень интересный и ценный опыт. Пробраться сюда по такой дороге, как бы посмотреть вот на такое вот место, потому что я в таких местах еще никогда в жизни не бывал. Первый раз в жизни я вот так далеко от цивилизации, что называется, в горах, на горном озере, где вот 2 октября уже вовсю снег везде лежит. Да вообще прям невозможно. Уехать бы теперь как-то отсюда. Попробовать в ту сторону пробраться. Там одно место глубокое, смущает меня. Не, братцы, там я точно не пролезу. Первая же лужа будет моей, что называется, могилкой. Придется вылезать обратно по той же улице, по которой я залезал, и там, где зацепился за камень. Ну, сам хотел. О, слышите, как буксует машина, потому что... Опа! Тут камень тоже хороший. Я его опять прошурупил весь. Надеюсь, я себе ничего там не оторвал ценного. Типа тормозной магистральки или чего-то там еще. Ну, попробую вылезти обратно. Тормоза-то хоть есть? Блин, ну с места тут не тронуться. Все в этой самой глинке. Так, ну ладно. Посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Разогнаться, включить вторую передачу, чтобы она не слишком буксовала, ну и пытаться надеяться на чудо, что я тут
как-то проскочу. Ну давай, машинка, давай, осталось чуть-чуть. Давай, родная, давай. Маленечко еще. Ну. Вот он, этот камень был. Но слава богу, я его преодолел. Ух, я вылез. Вы представляете, я вылез. Я вылез обратно на более-менее проезжую трассу. Короче, надо отсюда валить. Валить. Все. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поддержите канал финансово, потому что, ой, надо продолжать такие путешествия. А продолжать такие путешествия на мои сбережения долго не получится, потому что они уже заканчиваются. Поэтому поддержите канал финансово. Если у вас нет такой возможности, хотя бы тогда поддержите лайком, подпиской. Обязательно напишите комментарий, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Разместите это видео у себя в соцсетях, ссылку на это видео. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Странный дядька с берега озера Маркаколь из населенного пункта. От волнения даже забыл, как населенный пункт называется. В общем, все. Я еду в обратный зад. Пожелайте мне удачи. Если больше приключений не будет, значит, я выбрался норм. А если где-то застряну, то обязательно вам это покажу.